Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане. Многим из нас она запомнится как сумбурный, экспериментальный и разноформатный фэшн-марафон, на котором бренды представили свои уникальные коллекции осень-зима 2023-2024. Среди них провокационный Дизел, эффектный Блюмари, неоднозначный Гуччи, потрясающие Альберто Ферретти, Прада, Bottega Veneta. Миланские показы выдались достаточно насыщенными на интересные детали, которые мы с вами, друзья, только и успевали подмечать. А теперь пришла пора подводить итоги и определиться с главными трендами на холодный сезон, которые совсем скоро, а может уже и сейчас, будут востребованы и актуальны. Здесь стоит отметить, дизайнеры чутко уловили настроение модной публики. В итальянской столице они представили свою вариацию стильного, универсального и при этом удобного гардероба, умело разбавляя сдержанную элегантность яркой палитрой красок, разнообразием фактур и смелыми фасонами. Всем зрителям хочу сказать большое спасибо за подписку на мой канал, за ваши теплые лайки и неравнодушные комментарии. Для меня сегодня очень важна ваша поддержка. Обзор модных тенденций давайте начнем с такого прекрасного тренда New Look. Похоже, участники недели моды в Милане сильно устали от повсеместного засилья моды на оверсайз, решив сполна наполнить гардероб на осень более приталенной скульптурной одеждой. Иначе мне было бы трудно объяснить их дружную фиксацию на силуэте песочные часы, практически дословной цитате знаменитого диоровского New Look. Взглянуть на классику по-новому решили, будто сговорившись, Макс Мара, Bottega Veneta, Tod's, Ferragamo, Gucci, Prada и многие другие. Значит, это только одно. Подчеркиваем талию и акцентируем бедра. То есть потуже затягиваем пояса. Точнее, не пояса, а ремни. Дизайнеры предлагают прихватывать ими на талии все от романтических блузок и трикотажных платьев до строгих пальто и теплых дубленок. Ремни при этом могут быть любые по форме. Минималистичные, корсетные, широкие, с пряжкой. Особенно хорошо, но не обязательно, если это пряжка с логотипом бренда. Что касается выбора по цвету, почти во всех коллекциях аксессуар исключительно черный, хотя допустимы и другие оттенки. Следующий яркий тренд – обманчивые фактуры. С тех пор, как год назад Матьё Блази в коллекции Bottega Veneta удивил публику поразительно реалистичными джинсами из набивного эластичного нубука, начинаешь особенно внимательно присматриваться к фактурам созданных им вещей. В этом сезоне шоу бренда открывали модели, на ногах которых красовались высокие вязаные носки. По факту они оказались изготовлены не из шерстяной пряжи, а сплетены из тонкой кожи. Подобные хитрости взяли на заметку и другие дизайнеры. Так, например, у Блюмари дали новую жизнь джинсовому принту из нулевых на облегающем платье из тонкой эластичной ткани. У Дизел деним вдруг покрыли слоем пластика, сделав его похожим то ли на состаренную кожу, то ли на латекс. Современный металлик. Сегодня в списке модных тенденций он вполне ожидаемый гость. Благодаря таланту дизайнеров тренд теперь отлично подстроился не только под гардеробы для особого случая, но и на каждый день. Возможно, это скрытый намек на конфетные обертки и, следовательно, попытка подсластить нашу жизнь. А вот роскошные по фактуре вещи в золотистых тонах Dolce & Gabbana уже явно что-то из высокой кухни, когда десерт подают под тонким слоем дорогого металла. Модная униформа. Перезагрузка делового стиля подарила нам одно из приятных возвращений в тренды, а значит и в офисный дресс-код юбку-карандаш. Наконец-то дизайнеры вспомнили про золотую середину между длиной мини и макси. На миланских показах юбку-карандаш можно было наблюдать в самом разном исполнении, начиная от формальных кожаных Fendi и Prada, трикотажных у Tod's, с высоким разрезом под маркой Ferrari и до самых неординарных от дизайнерской команды Gucci. Бренды предлагают по-новому взглянуть на униформу. Эта тема стала отправной точкой в создании утилитарного гардероба на осень для многих ведущих домов моды, отдавших предпочтение строгому крою, четким линиям, базовым нейтральным оттенкам. Раф Симмонс и Миуччо Прадо предложили, к примеру,
самые необычные вариации униформы медиков. Традиционный белый халат дизайнеры преобразили в длинное платье-рубашку со шлейфом. К медицинской теме можно добавить объемные дутые куртку, платье и юбки-подушки с логотипом компании на уголке. Новый старый итальянский шик. Именно так мне бы хотелось обозначить модную тенденцию, которая прослеживается в осенне-зимних линейках люксовых брендов. Стать, спокойствие, благополучие – то, чем веет от подобных коллекций. В первую очередь, это элегантность Джорджо Армани, возведенная в крайнюю степень совершенства за счет техники и качества работы с дорогими тканями. Даже спортивный бомбер, брюки карго или брутальную куртку-косуху маэстро запросто превращает в элегантный предмет гардероба. Во-вторых, графические линии и сочетания цветов на показе под маркой Fendi. Особенно великолепный союз бледно-голубого с темно-коричневым и классическая для итальянской моды комбинация красный плюс розовый. В-третьих, это буржуазный шик Max Mara, приправленный толикой элегантного панка. Ведь характер бренда давным-давно омолодился, образ стал многослойным, не чуждым спортивной эстетики и отвечает всем канонам современной роскоши. И в-четвертых, дизайнерское видение тренда от дома Жильзандер. Люк и Люси Майер представили модный гардероб, от просмотра которого невозможно оторваться. Удивляют, словно изготовленные рукой скульптора, на первый взгляд простые, но в то же время сложные по исполнению вещи, чистые цвета и трехмерные принты. Несколько слов стоит сказать о верхней одежде, которую предложил нам подиум. Длинное пальто. Оно так давно в моде, что называть его трендом становится как-то даже неловко. Прямой силуэт, маскулинный крой, любой оттенок серого или черный. Участники недели моды в Милане решили, как сговорившись, включить именно этот базовый предмет гардероба в свои коллекции. Здесь нет никакой подчеркнутой линии талии, никакого лишнего декора, поощряются массивные плечи. Пальто может быть как однобортным, так и двубортным. Идеально смотрится в тандеме с брючным костюмом. Ставку на разные вариации данной модели сделали Альберто Ферретти, Ferragamo, Gucci, Dolce Gabbana, Max Mara, Fendi и многие другие. В компании Prada постановили вернуть в тренды пальто даффел-кот. Из плотной шерсти с капюшоном и деревянными пуговицами-бочонками эта верхняя одежда появилась еще в конце 19 века, а сегодня оказалась звездой показа. Что касается меховой одежды, в фаворитах традиционно остается искусственный мех. Ведь натуральное пушистое золото далеко не всем по карману, а мода столь быстротечна, что покупать каждый сезон меховую обновку слишком накладно. Дизайнерская команда Gucci рекомендует присмотреться к ярким кислотным оттенкам. Объемные шубы и меховые пальто нам предложили в смелой и позитивной фуксии, а также в очаровательном небесно-синем, лавандовом, горчичном и мятном. Модный трикотаж – вязаная одежда. Один из наиболее актуальных трендов, который сегодня правит балом не только на миланском подиуме, но и явно объединяет все модные столицы, заслуженно получая массу восторженных отзывов. Вязаные костюмы, мягкие трикотажные платья самой разной длины, от макси до мини, кардиганы и свитеры занимают центральное место в осенне-зимней линейке от Etro, Max Mara, Альберто Ферретти, Tod's, Prada, Fendi. Умело играя с сочетанием оттенков, узоров, либо делая ставку на монохром, дизайнеры постарались угодить всем без исключения. Выбрать трикотажный наряд по душе, надеюсь, вам будет несложно. Сегодня, друзья, я ничего не рассказала о модных сумках, головных уборах или обуви на новый холодный сезон. Пусть это станет темой следующих обзоров, в которых мы более подробно обсудим каждый тренд. Спасибо, что смотрите мои видео. Благодарю за лайки и неравнодушные комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и не забудьте активировать колокольчик. А еще непременно поспешите устроить ревизию в своем гардеробе, чтобы успеть порадовать себя стильной и теплой обновкой. Удачи, всем красоты, искренне теплой улыбки и солнечного настроения!